«Да быть этого не может», — подумала про себя Ирина Геннадьевна, когда стала замечать за дочерью все больше странностей. Уж слишком часто в последнее время Маша закрывалась в ванной комнате, откуда доносились характерные звуки, которые было просто невозможно перепутать ни с чем. Мать не решалась откровенно поговорить с дочерью, боялась услышать страшную правду. Но и дальше пускать ситуацию на самотек не могла. Тревожные мысли посещали ее все чаще, и Ирина просто не могла, да и не хотела верить в то, что все это происходит с ней. «Господи, Витя!» — причитала она, когда в очередной раз чаевничала со своей лучшей подругой Любой и делилась с ней своими подозрениями. «Я же считала его таким хорошим, добрым, заботливым, идеальным. Думала, что наконец-то повезло, после долгих лет жизни с этим отморозком нашла достойного мужика. А он что, соблазнял мою Машу втихаря от меня? А она, бедная моя девочка, просто боялась рассказать мне обо всем. И что мне теперь делать? Как быть? Не камеры же по всей квартире устанавливать. Это уже как-то слишком. Бывший муж Ирины Геннадьевны и правда был конченным отморозком. Невозможно было подобрать другого слова, чтобы описать его поведение, которое в последние годы было настолько отвратительным, что женщина все чаще задумывалась о том, чтобы развестись. И когда он стал таким, рассуждала она, сидя на кухне все у той же Любочки, которая искренне сочувствовала подруге, но даже не знала, что ей посоветовать. Сама она ни разу замужем не была, да и никогда не стремилась туда. «Все они одинаковые», — с умным видом вздыхала Любовь, которая предпочитала учиться на чужих ошибках, а не на своих. С одной стороны, если до такого дошло, то нужно разводиться. А с другой, у тебя же дочь растет. Ей до совершеннолетия всего ничего осталось. Может быть, подождешь? Ты же без мужика не сможешь. А если кого постороннего в дом приведешь, то может быть еще хуже. Неизвестно, чего от него ожидать. А так, хоть отец родной. Ну, орете, скандалите, мало ли с кем не бывает. До рукоприкладства-то еще ни разу не доходило. Может быть, и дальше стерпится слюбиться. Под «всего ничего» Люба подразумевала целых 5 лет, что для Ирины Геннадьевны, которая уже порядком устала от постоянных разборок с мужем, было целой вечностью. И полбеды, если бы Николай хотя бы работал и приносил в дом хоть какие-то деньги, но нет же, он фактически сидел у жены на шее, прикрываясь тем, что он активно, по его мнению, помогает Ирине с воспитанием дочери. Сама посуди. «Кто у нас вырастет, если она уже позволяет себе такие закидоны?» — возмущался мужчина, который примерно за полчаса до возвращения жены с работы строго отругал дочь за слишком яркую помаду и откровенный наряд. «Ты постоянно торчишь в своем офисе, а я должен на все это молча смотреть, на то, как моя дочь превращается в дворовую девку, и после всего этого ты еще смеешь говорить, что я плохой отец? Да это ты отвратительная мать! Какой пример ты подаешь Маше? Ей еще нет 18, а она уже возвращается домой неизвестного сколько, еще и расфуфыренная вся, что дальше, ранний залет, вот-вот и принесет нам в подоле от неизвестно кого. Мы должны срочно принять самые строгие меры. И если я сказал, что она будет сидеть дома, значит, будет сидеть дома. Я отец, глава семьи, и моя дочь должна меня слушаться». На самом деле Николаю было глубоко наплевать на Машу, как и на то, что в последнее время девушка и правда перегибала палку. Все эти скандалы и разборки мужчина устраивал исключительно для отвода глаз. Должен же он был хоть как-то демонстрировать, что приносит семье пользу. Вот дочь воспитывает, пока Ирина вкалывает на работе. Только Маша терпеть не могла своего папашу. И каждый вечер плакала у матери на плече из-за его оскорблений, что еще сильнее раздражало Ирину, которая и так очень устала от постоянных семейных разборок. Любому терпению приходит конец, и у Ирины оно тоже было не безграничным. Настал момент, когда женщина поняла, что больше не может мириться с ленивым, обнаглевшим мужем, который доводит и ее, и дочь до белого коленя.
«Да Машка по рукам пойдет, если меня рядом не будет», — самоуверенно голосил мужчина, когда супруга заявила ему о том, что хочет развестись. «Ты же не сможешь ее ни воспитать, ни контролировать. У тебя же работа, черт бы ее побрал. А на дочь тебе наплевать, мне даже страшно представить, что с ней будет». «С этим я уж как-нибудь разберусь без тебя», — огрызнулась Ирина, которая с трудом сдерживалась, чтобы не залепить благоверному пощечину. Так достал, так осточертел, что сил больше никаких не было. Ирина очень надеялась на то, что Николай исчезнет из их жизни после развода и не станет настаивать на общении с дочерью, и ее мечта осуществилась. После того, как супруги разъехались, мужчина будто бы забыл о том, что у него когда-то была семья, что лишний раз доказывало правоту Ирины. На дочь Николаю было абсолютно наплевать. Он даже ни разу не поинтересовался, как у Маши дела. Об алиментах вообще говорить не приходилось. Да Ирина их и не ждала. Хоть и говорила Люба, что с паршивой овцы хоть шерсти клок, в суд она подавать не стала. «Пошел он к черту!» — отмахнулась она. «Пусть живет, как знает. Главное, чтобы к нам не лез. Мы с дочерью от него натерпелись. Больше я его к Маше близко не подпущу, даже если захочет. Не хватало мне еще после развода всех этих скандалов и разборок. Я и так сыта ими по горло». Ирина очень быстро нашла Николаю замену. Правильно Люба сказала, что не сможет подруга долго без мужика, тем более, когда на ее пути встретился Виктор, такой весь из себя вежливый и обходительный, а вдобавок еще и весьма состоятельный. Как же перед таким устоять? В тот день, когда они познакомились, у Ирины сломалась машина, и она была вынуждена ждать техпомощь прямо на дороге. Увидев одинокую женщину, которая уже несколько раз чуть было не снес поток машин, Виктор не смог не остановиться. «Вы хоть бы знак выставили», — усмехнулся он. «Еще немного, и вас же здесь просто снесут. Так нельзя. Вы что, давайте я вам помогу». Ирина охотно согласилась, а уже вечером они сидели в дорогом ресторане и разговаривали о жизни. К своим 40 с лишним годам Виктор так ни разу и не был женат, как-то не складывалось. «Не встретилась еще на моем пути та женщина, которая смогла бы меня покорить», — отшучивался он. Слово за слово разоткровенничалась и Ирина, успевшая испытать на себе все тяготы брака. Она даже представить себе не могла, что так сильно влюбится в Виктора, да и у него Ирина никак не выходила из головы с момента той самой их первой встречи на дороге. Она вела себя так по-женски нелепо, что Виктору захотелось позаботиться об Ирине и ее обогреть. Что он и сделал спустя некоторое весьма непродолжительное время, когда понял, что Ирина — та самая женщина, которая по сравнению с остальными слишком глубоко засела у него в сердце. «Ох, подруга!» — вздыхала Люба, когда Ирина объявила о том, что выходит замуж. «А не торопишься ли ты? Только с Николаем разобралась, а уже в новый омут с головой ныряешь. А как к твоему поклоннику относится Маша? Они вообще ладят? Если ты еще, конечно, не забыла, но у тебя есть дочь, и тебе придется считаться с ее интересами». Маше до дел матери не было абсолютно никакого дела. У девочки хватало и своих проблем. Из-за постоянного нервного стресса она очень сильно прибавила в весе, что стало причиной для постоянных насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Девочка и так никогда не пользовалась авторитетом в школе, а после того, как очень сильно изменилась внешне, так вообще ребята не упускали ни единой возможности язвительно подколоть Машу, которая воспринимала их слова слишком близко к сердцу. «Она скоро как колобок будет», — хохотали одноклассники. «В дверь не пройдет, расставлять придется. Машка, ты давай худее, а то твои родители потом на ремонте школы разорятся, когда ты все дверные косяки посшибаешь». Постепенно девочка замыкалась в себе. Матери о проблемах в школе она не рассказывала, а Ирина настолько увлеклась отношениями с Виктором, что совершенно не замечала, что происходит с дочерью. Да и не хотела обращать внимание на Машу, воспринимая ее как отрезанный ломоть.
В чем-то Люба была права. Еще несколько лет, и девочка совсем вырастет, перестанет нуждаться в поддержке родителей и начнет строить свою самостоятельную жизнь. Ирина же грезила новыми наследниками. Она была еще относительно молода, а у Виктора вообще не было своих детей. Он не знал, что такое отцовское счастье, и когда наконец-то встретил на своем пути достойную женщину, впервые за долгие годы всерьез задумался об этом. И теперь, когда у Ирины появились нехорошие подозрения, все ее планы на будущее могли рухнуть, в голове у бедной женщины все происходящее просто не укладывалось. «Ну как же так, Любань?» — сокрушалась она. «Неужели я полюбила подонка, который еще хуже, чем мой Николай?» Ирина перерыла все вещи Виктора и дочери, надеясь найти хоть какие-то доказательства своих подозрений, даже следы из простынь, аккуратно собранные на ватную палочку, отнесла в лабораторию. Любя все это казалось смешным. «Неужели ты думаешь, что если твои догадки правда, они делают это дома?» — ухмыльнулась она. «Ну, а где же еще-то?» — воскликнула Ирина. «Не в гостиницу же он ее возит. Витя целыми днями на работе, но в перерывах иногда заезжает домой. У него-то свой бизнес, в отличие от меня. А этого времени вполне хватает для того, чтобы... Ну, ты, в общем, и сама понимаешь». Пока Ирина вела собственное расследование, состояние Маши ухудшалось. Каждое утро девочка закрывалась в ванной, где проводила около получаса, а когда выходила, специфический запах, который невозможно было заглушить даже освежителем воздуха, распространялся по квартире, что вызывало подозрения не только у Ирины, но и у Виктора. «Что с ней?» — взволнованно спрашивал он. «Может быть, она чем-нибудь отравилась?» Отношения между падчерицей и отчимом было сложно назвать доверительными, но и конфликтов между ними не было. Виктор порывался поговорить с Машей, но супруга его осадила. Ирина вообще не понимала, что происходит, и беспокойство мужа за судьбу девочки только усиливало ее подозрения. В конце концов, женщина все-таки решилась отвезти Машу к врачу. «Если она беременна, то я все равно об этом узнаю». Вздохнула она, когда в очередной раз делилась с Любой своими переживаниями. «Господи, какой все это ужас! Мне так страшно. Я боюсь посмотреть правде в глаза. А если подтвердится? Что же это получается? Мой муж обрюхатил мою дочь. Это же, черт возьми, статья! И как я буду со всем этим жить? Это же такой позор, боже мой! Я этого просто не переживу. Как же так-то?» Ирину мучило глубокое чувство вины. Где она упустила дочь? Сначала не понимала, а потом, когда проанализировала свою жизнь, осознала, что слишком сильно увлеклась. Виктор настаивал, чтобы они с Машей переехали к нему, но Ирина категорически отказалась. В своей квартире ей было гораздо комфортнее, да и Маша не хотела никуда переезжать. У нее здесь и школа, и друзья. И ведь он пошел на уступки, хоть и чувствовал себя очень некомфортно из-за того, что был вынужден жить на площади жены. Каким же он ей казался идеальным. И вот совсем скоро эта иллюзия могла быть разрушена. Перед походом к врачу, которому Маша всячески сопротивлялась, Ирина с трудом сдерживала слезы по ночам, боялась, что Виктор раньше времени что-нибудь заподозрит, и не хотела расспросов с его стороны. Дочь и так с большим трудом удалось уговорить пройти осмотр и сдать анализы, на какие только ухищрения Ирине не пришлось пойти, чтобы затащить Машу к врачу. «Ну зачем все это, мам?» — возмущалась девочка. «Сдались мне эти осмотры. Мы недавно в школе проходили, все у меня в порядке». Разумеется, Маша лукавила, а Ирина не могла этого проверить. Она давно не посещала родительские собрания, да и за дочерью особо не следила. Вроде как проблем не было. Учителя к себе не вызывали, на поведение Маши не жаловались, и этого было вполне достаточно для того, чтобы и дальше продолжать закрывать глаза на то, что происходит в жизни подростка. Когда день Х настал, Ирина уже была готова к самому худшему, морально настроилась. И, дождавшись, пока Маша выйдет из ванной, где она, как обычно, провела около получаса, напомнила дочери о том, что они сегодня идут к доктору. «Давай поторопись», — воскликнула Ирина. «Мне еще на работу нужно успеть».
Виктор к тому моменту уже уехал из дома. В тот день у мужчины было какое-то важное совещание, поэтому, когда Ирина проснулась, его уже не было. Как оказалось, это даже к лучшему. Она специально не выбирала день, но была рада, что все так сложилось, потому что не хотела, чтобы супруг знал о визите дочери к врачу. Начнет расспрашивать. А Ирина не знает, что отвечать. Не могла же она сказать ему о своих подозрениях напрямую, как бы это выглядело. «Я думаю, что ты спишь с моей дочерью. Или у вас роман?» Да ну, бред. Ирина и сама изо всех сил старалась гнать от себя эти мысли, но окончательно убедилась в том, что ее подозрения неверны только после того, как врач вынесла гораздо более страшный, чем предполагаемая беременность, диагноз, от которого у Ирины волосы дыбом встали. Да и Маша расплакалась и выбежала из кабинета, а матери ничего не оставалось, как пойти следом за ней. «Господи, доченька, ну как же так?» — причитала Ирина, крепко прижимая к себе рыдающую Машу. Она и сама не могла поверить в то, что услышала от врача. Булимия. Какая, к чертовой матери, может быть, булимия у моей девочки? Всхлипывала Ирина, когда рассказывала подруге о результатах обследования. Врач сказала, что из-за этого ей постоянно так плохо. Якобы еда не усваивается, а почти сразу же выводится из организма естественным путем. А еще, что у моей Манюни серьезные проблемы с психикой. Это я во всем виновата. Не доглядела, упустила. Господи, что же теперь будет с моей бедной девочкой? Какая же судьба ее ждет после всего этого? Ирина Геннадьевна не находила себе места. Женщине было очень стыдно, что она подозревала супруга. Виктор ведь оказался ни в чем не виноват. А она, как шпионка, рыскала по его белью, пытаясь найти хоть какие-то доказательства близости с дочерью. А оказалось, вон оно что, Маша больна. И серьезно больна. И чем все это закончится, неизвестно. Врач сказала, что ее нужно срочно положить в больницу. Продолжала причитать Ирина, только теперь уже рыдая на плече у Виктора. «А если ей не помогут? Если моя девочка... Господи, я даже думать об этом боюсь, какой ужас! И почему именно на мою голову свалились все эти чудовищные испытания? Чем я так провинилась? Что мне теперь делать?» Виктор, как мог, пытался успокоить Ирину. Он решил сам поговорить обо всем с Машей. Должна же быть хоть какая-то причина, что такая симпатичная девочка так себя загнала, рассуждал он. Это же все не просто так с потолка взялось, все эти мысли о похудении и комплексы. Ей их кто-то внушил, а значит, нужно во всем разобраться. Да какая к черту разница, кто и что ей там внушил, не успокаивалась Ирина. Даже если и так, то какое это имеет значение? Моя девочка тяжело больна, понимаешь ты это или нет? И еще неизвестно, как все это обернется, отразится на ее психике. А если ее не смогут вылечить, что тогда? Психушка? И к чертям полетит все будущее моей Манюни. Это же клеймо на всю жизнь, позорное клеймо, как она потом будет? А тебя я вообще не понимаю, чего ты хочешь добиться своими разговорами. Моя дочь тебе ничего не скажет, можешь даже не пытаться. У вас никогда не было настолько доверительных отношений, чтобы Маша с тобой чем-то делилась. Это мы еще посмотрим», — воскликнул Виктор. И в тот же день опроверг предположение супруги. Маша, на которую свалилось слишком много всего, не выдержала стресса, и когда Виктор начал ее расспрашивать, разрыдалась. Почувствовала в нем крепкое, надежное отцовское плечо, которого девочке всегда так сильно не хватало. «Я не виновата в том, что они меня постоянно чморят», — всхлипывала она. «По школе уже невозможно пройти спокойно. Такое ощущение, что кроме меня у нас нет полных. Можно подумать, я одна такая. Это ужасно. Я должна была хоть немного похудеть. Не понимаю, почему я так внезапно стала набирать вес. Я ведь и так почти ничего не ем, а все равно толстая, как корова». Проблемы с весом были связаны с гормональной перестройкой, и в возрасте Маши это абсолютно нормально. Просто ни она, ни жестокие подростки, которым лишь бы кого-нибудь унизить, не понимали этого и не хотели понимать. «Ну что ты так расстраиваешься?» — успокаивал Виктор Машу. «Все будет хорошо.
Мы с мамой найдем для тебя замечательную клинику, подлечишься, выйдешь оттуда как новенькая, и все со временем наладится. А на своих одноклассников или кто там тебя обижает, не обращай ты на них внимания, они просто дураки и не стоят того». Сразу же после того, как Машу положили в больницу, Виктор стал настаивать на том, чтобы перевести девочку в другую школу. «Нечего ей делать среди этого быдла», — возмущался он, — «что она хорошего может от них перенять? Посмотри, как довели девчонку чуть ли не до психушки. Теперь, дай бог, хотя бы вес и режим питания восстановятся, потому что над психикой еще работать и работать. Новая школа все — это отличный выход. Какая-нибудь гимназия, где адекватный коллектив и учатся дети нашего круга. Им и в голову не придет кого-то обижать из-за внешности, потому что в нормальном обществе люди ценят за мозги и способности, а не за смазливую мордашку и стройную фигуру». Ирина сомневалась в правильности такого решения. Она считала, что Виктор слишком балует Пачча Реццо. С одной стороны, это, конечно, хорошо, так как благодаря сложившейся ситуации мужчина наглядно продемонстрировал, что способен стать хорошим отцом. Но с другой стороны... «А не слишком ли ты нагнетаешь обстановку?» — спросила Ирина. «Не считаешь ли ты, что Маша может зазнаться? И что это значит нашего круга? Ты сам-то тоже нос не задирай. Я вот, к примеру, не считаю себя женой олигарха, да и ты далеко не нефтяной магнат. Перевод в гимназию или частную школу — это слишком серьезное решение. Я считаю, что нельзя принимать его вот так вот спонтанно. А если там будет еще хуже? Маша по знаниям не потянет. Да и дети. Они везде могут оказаться жестокими. Это от денег совершенно не зависит.